Э, Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем серию уроков по работе с комбайном для работы в Фейсбуке РБ-комбо. Сегодня мы уже подошли к практике работы. Сегодня мы рассмотрим запуск самого шаблона и главный режим, который необходим для работы в любом режиме комбайна. Это у нас режим логин, то есть чтобы просто аккаунт как минимум запустился. Это вот сегодня рассмотрим. Этот режим логин, он во всех режимах, то есть участвует. То есть чтобы аккаунт работал, он должен залогиниться. Поэтому данный режим очень-очень важный. Но мы для начала давайте сейчас заодно сразу проверим обновления, потому что обновления вышли. Смотрим, заходим в нашу панельку и смотрим. Вот видите, у нас РБ-комбо 5.01.01, а актуальная версия 5.01.02. Значит что? Значит, надо скачать актуальную версию панельки. Вот, скачиваем, распаковываем с заменой. Копируем в наш домен, проверяем. Вот видите, у нас 5.01.02. 5.01.02. Можно нажать вот эту кнопочку еще, апдейт. Она делает миграции, если есть какие-то изменения в базе данных, то будут миграции происходить. Вот сейчас мы это сделали. Вот, все, возвращаемся, все обновлено. Также с шаблоном, то есть когда вы видите, вот здесь написано доступно обновление, вот здесь написано доступно обновление, значит здесь можно нажать и шаблон обновится. Но так как Zeno опрашивает, если обновление шаблона примерно раз в час, чтобы не ждать, можно просто перезапустить Zeno Box или Zeno Poster Pro, и тогда будет сразу же актуальная версия. Также сразу же обращу внимание, вот на данный момент, это 23 у нас ноября 2022 года, я рекомендую использовать версии до 7.6.0. То есть новые 7.7, 7.7.1, не надо их ставить, они не очень хорошо работают. То есть максимум какую, давайте пока работать на 7.6.0 версии. Итак, обновили, у нас все готово для работы, поставил аккаунты дополнительные аккаунты. Это мы, когда учились добавлять аккаунты, мы тогда вбивали не придуманные, да, именно там логин, пароль, логин 1, пароль 1. Вот, сейчас это живые аккаунты, которые, на Вареге поставили, чтобы мы будем на них учиться работать. Также прокси, то есть добавил прокси, вот видите, все для работы готово. Нам надо сейчас будет выбрать аккаунты, да, то есть мы идем в нашу группу, вот у меня группа USA, какую создавали мы с вами. Вот. Можно выбирать аккаунты, какие вам нужны конкретно, то есть там не все, к примеру. Вот давайте выбрали, добавляем задачу. Вот смотрите, здесь логин, он всегда, его выбирать не надо. К аккаунту, к задачам логин выбирать не надо, он всегда выбран и всегда у вас запросит действие. Так же как настройки инвайта.
Ну и пускай у нас farm cookie будет. Добавляем задачи. И вот смотрите, что у нас получается. Опции логина. Опции логина. Это самое важное. Что нам надо? Сбор информации одноразово. То есть, извините, надо ли нам собрать информацию? Какая почта у аккаунта, какие, то есть пол, вот это вот все. Ставим первый раз, когда запускаем, ставим галочку, чтобы это было. Удалять телефон, если подключена почта. Когда будет подключен почта, у меня сейчас на телефонах я галочку не ставлю. Быстрый логин без определения и прохождения бана. Это если просто аккаунты проверить, они живые, не живые. То есть он не будет пытаться там вводить капчи или там письма получать. Сбор токена. Если вам надо собрать токены с рекламного кабинета, то можно будет галочку поставить. Дальше настройки у нас идут по максимальным цифрам, какие могут аккаунты за сутки выполнять. Это суточные максимумы для аккаунта мы пишем. Например, вот видите, максимум инвайтов за 24 часа. Там, пускай 150. Максимум приемов в друзья 200. Максимум лайков. Максимум комментариев. Максимум личек. То есть, так как они, аккаунты, живут у нас в течение дня, они за один раз все выполняют в течение дня, то они будут придерживаться вот этих вот лимитов, которые вы им установите. То есть, установите меньше, да, там 100 инвайтов. Больше 100 инвайтов за сутки он не сделает. Даже если вы там задали больше, уже в описании самого режима. Вот. Дальше. Запуск задач не раньше, чем через какое-то количество секунд после предыдущей задачи. Смотрите, это если у вас аккаунтов, например, мало, да, мало, то, чтобы, например, аккаунт не делал ничего раньше, чем, скажем, раз в час, вы можете поставить вот такую вот паузу между запусками одного и того же аккаунта. Если у вас аккаунтов много, то оно само собой, то есть растянется на сутки, то есть пока все отработают, пока все проверятся. Вот. Можно поставить, например, там 10 минут, это такое номинальное число будет. А так, например, чтобы там не запускался чаще, пускай или там 3600 поставить. Если вы работаете без проксей, то надо здесь поставить галочку «Разрешить работать без прокси аккаунта». Если вам надо какое-то задание выполнять до начала работы, какой-то get запрос сделать, можете поставить здесь get запрос, комбайн сначала сделает вашу задачу. Если вы работаете с модемом, и у вас перезагружается модем через бат-файлик, то создайте в папке, сейчас тоже это все покажу, в папке рабочей комбайна файлик вот этот вот change IP bat, и в нем там ваши команды, какие вам нужны. Далее, если нет аватарки, то есть комбайн проверяет, есть аватарка на аккаунте или нет. Если нет аватарки, то будет комбайн устанавливать сразу аватар при старте. Потом селфи по умолчанию. Если у нас мы запускаем первый раз аккаунты и у нас сразу на селфи, то мы же знаем, какие мы запускаем. Например, это у нас пачка женских, поэтому ставим там женские селфи, чтобы отсылал комбайн, если запросит Facebook селфи. И время в секундах, сколько ждать до закрытия после окончания работы. То есть свои задачи выполнил аккаунт,
мы можем ему поставить, чтобы он еще в онлайне там висел несколько минут. То есть можно там поставить, например, 120 секунд, 2 минуты еще будет висеть. То есть включенный. Не сразу же, то есть он отинвайтил и закончил. А будет еще находиться в онлайне. Нажимаем Activate кнопочку. Дальше, глядите, мы к инвайтам подойдем уже, наверное, завтра. Поэтому сейчас просто давайте поставим стопы. И нажимаем Activate. Вот, список сайтов для куки. Мы создали, помните, вчера создали там розетка, OLX. Выбираем список сайтов, какой нам надо. И сколько сайтов за один раз пройти. Пускай 1-2 у нас, потому что мы список маленький, большой список не делали. Но я думаю, что вы занимаетесь, прекрасно знаете, что чем больше пройдет, тем больше траста получит. Поэтому можно поставить там 5-10, например, за один заход. Это влияет, для аккаунта это хорошо, но влияет на время выполнения. То есть задание, потому что аккаунт ходит, пока там загрузится этот сайт, пока он попытается найти кнопку, чтобы принять куки, если запрашивает сайт. Нажимаем Activate. Все. У нас, вот смотрите, у нас получилось две задачки, да, то есть это задача первая, это логин, и вторая задачка это прокачка кук. Эти задачи будут выполняться каждый раз при запуске. Это вот 3 аккаунта. Все, у нас аккаунты все готовы к работе. Давайте мы подготовим теперь к работе сам шаблон. Открываем Zeno, смотрим опять же там обновление, чтобы не было. И смотрим, что нам надо для работы. Первое, нам надо для работы рабочую папку. Идем. И создаем, вот, видите, у нас FB Combo, да, мы придумали эту папочку FB Combo. Все, что там дальше надо, он сам создаст. Нам самое главное создать вот эту одну рабочую папку и ее указать. Снова сервер не настроил, памяти не добавил, поэтому у меня тут подтормаживает. Вот. Дальше мод FB Combo остается. Помните, мы вчера задавали имя сервера. Имя сервера. Вот он, сервер name. У нас имя сервера для аккаунтов one. Вот здесь его тоже вводим one. Дальше домен. У нас домен с вами админ локал, да? Если вы делали на хостинге, у вас может там айпишник быть, или может быть какое-то там доменное имя, там мояадминка.ру. Как вы сделаете, это от вас зависит. Сервис капча, это рукапча или тукапча. Сервис телефонов от SMS Hub. Здесь стою. Здесь пишем API ключ. Вот смотрите, под SMS мы здесь API ключ пишем. А про TrueCAPTCHA сейчас покажу, это в настройках самого Zeno Poster. Дальше, мужские селфи. Если у вас папочка с мужскими селфи, а это папка, с картинами, с фотографиями, указываю, но у меня нету там мужских, да, еще не закачивал. Я тут закачал десяток картинок с женщинами, фотографии. Я их вот и на все укажу. Также с аватарками, то есть мужские аватарки, женские аватарки. Опять же, у меня сейчас нет
должна быть папочка с фотографиями мужчин, с аватарками мужчин, должна быть папочка с аватарками женщин. И прокси для почты. Прокси для почты, это для того, чтобы ваш аккаунт заходил, например, на почту, которая забанена в стране, да, например, вот, чтобы у вас, например, сервер стоит в Украине, вы можете поставить прокси, там, не знаю, штатовскую, чтобы зайти, чтобы ваши аккаунты могли зайти на почту, например, на Mail.ru какой-нибудь, чтобы могло работать. Все настройки, которые связаны с шаблоном, больше никаких настроек нет. Все легко и все просто. Единственное, нам добавить, если хотите, не обязательно, но желательно, капчи. Это вот в настройках настройки Zen. Капчи, да, там рукапчи. Здесь прописали секретный ключ. Все. Для работы все готово. Далее мы нажимаем запустить, ставим потоки и ставим сколько выполнять. Так мы это надеемся, что будут выполняться задачи в течение дня, то ставим -1. То есть мы не лимитируем количество исполнения. Он будет в течение дня работать потихоньку, полегоньку. Если нам надо конкретно число указать, мы можем, то есть, чтобы аккаунты только вот отработали 4 раза и остановились, мы им ставим 4, например, сколько делать 4, потоки также запустили. Вот это вот прокси должно стоять не использовать. Приоритет можно поставить, какой вам удобно, по умолчанию средний, больше ничего. Все, вся работа, по идее, все сделано. Можно наблюдать за работой в инстансах, они будут показываться, будет сейчас проверяться прокси, подсоединяться прокси к аккаунтам. Вот, вся работа, вся наша работа по запуску вся сделана. Дальше все остальные режимы будут просто добавляться режимы. Также я их опишу, также расскажу подробно, что и как. Вы все это увидите, попробуйте. Но режим логин это обязательно для того, чтобы вы могли работать. Вот. Спасибо за потраченное время. Если что-то непонятно, спрашивайте. Вот. Я всегда, как знаете, я всегда онлайн. Для вас всегда с удовольствием отвечу на все вопросы.